Тот калифорнийский полдень был необычным. Небо, медленно окрашивающееся в оранжевый цвет, стало свидетелем того, как тысячи УВ заполнили стадион Стэмфорд с полудня, чтобы хотя бы мельком увидеть человека, который годами был важной частью их жизни. Но среди рева ликующих криков, моря фиолетовых светящихся палочек и оглушительной музыки, сотрясавшей стадион, больше всего всеобщее внимание привлекло одно теплое отношение между Ким Тэ-хёном и Чон Чин-гуком. Как только открылись ворота стадиона и началась саундчек BTS, атмосфера мгновенно превратилась в море эмоций, которые трудно описать. Камеры международных СМИ были заняты тем, что направлялись на главную сцену, но их внимание, казалось, автоматически привлекли две фигуры, идущие бок о бок под светом прожекторов стадиона. Тэ-хён с его загадочной спокойной аурой и Чингук с его яркой энергией, которая неизменно оживляла атмосферу. Им не нужно было много говорить, чтобы весь стадион истерически закричал. Одного их присутствия было достаточно, чтобы заставить миллионы сердец затрепетать. Тэ-хён выглядел просто, но очаровательно. Красная рубашка с длинными рукавами, свободные черные брюки, шарф, небрежно обмотанный вокруг шеи и темная шляпа, открывающая часть его светлых волос, делали его похожим на главного героя романтического фильма, действие которого происходит в большом американском городе. Стоя молча посреди пустой сцены и осматривая стадион, полный Евы, он сохранял спокойствие, но в его глазах светилась неописуемая теплота. И, как это всегда было на протяжении многих лет, первым, кто нарушил это спокойствие, стал Чингук. Самый младший участник BTS с усмешкой подбежал к Тэ-хёну и игриво толкнул его в плечо. Тэ-хён отвел взгляд со своим фирменным бесстрастным выражением лица, но через несколько секунд уголки его губ медленно расплылись в легкой улыбке, которая мгновенно вызвала взрыв ликования на стадионе. Этот простой момент мог показаться обычным любому другому, но для Умай это небольшое взаимодействие между ними всегда казалось особенным. Между Тэ-хёном и Чингуком чувствовалось естественное взаимопонимание, словно они привыкли быть друг для друга убежищем в суровом мире развлечений. Во время саундчека Чингук почти никогда не отходила от Тэ-хёна. Пока персонал настраивал камеры и освещение, Чингук стоял рядом с Тэ-хёном, что-то шепча, отчего парень по фамилии Ким тихонько рассмеялся и опустил голову. Чингук также несколько раз дразняще дергал Тэ-хёна за край шарфа, а Тэ-хён отвечал лишь ленивым, но нежным взглядом, который, несомненно, был запечатлен на камеру фанатами. Их отношения в тот вечер казались гораздо глубже, чем просто отношения участников группы. Между ними существовала долгая история, которая, казалось, ожила на сцене того калифорнийского стадиона. Все знали, как Чингук рос вместе с Тэ-хёном с самого раннего возраста. От застенчивых подростков-стажеров до мировых суперзвезд эти двое прошли через многое вместе: бессонные тренировки, давление популярности, критика СМИ и одиночество за гламурной жизнью, которая со стороны казалась идеальной. И в тот вечер весь этот долгий путь был отчетливо виден в том, как они смотрели друг на друга. Когда заиграла музыка для вокальной проверки, Тэ-хён первым взял микрофон. Его глубокий баритон наполнил стадион эмоциональным оттенком, который мгновенно успокоил атмосферу. Чингук, который бегал по сцене, внезапно остановился и повернулся к Тэ-хёну. Он замер на несколько секунд, наблюдая за пением своего хёна с легкой восхищенной улыбкой. Взгляд Чингука был настолько нежным, что многие фанаты тут же пришли в восторг от того, как самый младший участник BTS все еще смотрел на Тэ-хёна так же, как и много лет назад. Вскоре Чингук начал подпевать. Его высокий, чистый голос идеально сочетался с низким, теплым вокалом Тэ-хёна. Их гармоничное звучание так прекрасно наполнило стадион, что некоторые сотрудники съемочной группы были просто заворожены сценой. Это больше походило на репетицию двух певцов, чем на двух людей, знающих друг друга так давно, что даже их голоса, казалось, дополняли друг друга. Фанаты Airmay на трибунах начали без остановки скандировать «Тэ-кук». И, словно услышав эти крики, Чингук с усмешкой наклонился ближе к Тэ-хёну. Он прислонился плечом к руке Тэ-хёна на несколько секунд, прежде чем, наконец, запел лицом к лицу. Тэ-хён, который сначала казался сосредоточенным, наконец не смог сдержать смех, когда Чингук намеренно превратил некоторые слова песни в спонтанные шутки. Этот момент был таким теплым и искренним,
что весь стадион наполнился все более громкими аплодисментами. Американские СМИ, присутствовавшие в тот вечер, даже назвали их взаимодействие самой естественной химией, когда-либо виденной на современной концертной сцене. Не потому, что они намеренно хвастались, а потому, что их взаимопонимание казалось слишком искренним, чтобы быть фальшивым. Каждое прикосновение, каждый короткий взгляд, даже то, как они неосознанно стояли так близко друг к другу, все это демонстрировало связь, которая строилась годами. В перерывах между репетициями хореографии Чингука несколько раз видели, как он тайком наблюдал за Тэхёном. Когда Тэхён поправлял наушники, разговаривая с техническим персоналом, Чингук стоял позади, наблюдая со спокойным выражением лица. Как только Тэхён закончил, Чингук тут же подошел и помог ему брать кабель микрофона за спиной, даже не дожидаясь просьбы. Этот простой жест тронул многих фанатов, поскольку он показал такую естественную, небольшую заботу. Сам Тэхён, казалось, чувствовал себя очень комфортно рядом с Чингуком. В условиях напряженного графика и давления крупного концерта его выражение лица всегда становилось более расслабленным, когда Чингук был рядом. Даже когда большие камеры стадиона фокусировались на них двоих на гигантском экране, Тэхён совсем не выглядел неловко. Вместо этого он слегка улыбался, наблюдая, как Чингук занят тем, что машет фанатам. Калифорнийское небо потемнело, когда сценические огни начали включаться на полную мощность. Фиолетовый оттенок наполнил стадион, создавая почти сказочную атмосферу. BTS начали исполнять отрывки песен для финальной проверки, и Тэхён и Чингук снова оказались в центре внимания. На этот раз дело было не только в их внешности или вокале, но и в том, как они, казалось, заботились друг о друге на протяжении всего вечера. Когда Чингук подбежал слишком близко к краю сцены, приветствуя фанатов, Тэхён инстинктивно поправил куртку, чтобы не приблизиться слишком близко. Чингук тут же рассмеялся и оглянулся, а Тэхён лишь слегка покачал головой с обреченным выражением лица, отчего ИВ снова истерически закричали. Подобные небольшие взаимодействия продолжались на протяжении всего саундчека. Иногда Чингук первым искал Тэхёна в центре сцены, иногда Тэхён тихо наблюдал за Чингуком издалека с легкой улыбкой. Все это казалось настолько естественным, что многие фанаты говорили, что их отношения были похожи на дом, теплые, уютные, и они всегда заставляли друг друга улыбаться, несмотря на огромное давление окружающего мира. В пресс-зоне фотографы были заняты тем, что запечатлевали каждый момент с участием Тэкука в тот вечер. Фотографии, на которых Чингук смеется, похлопывая Тэхёна по плечу. Фотографии Тэхёна, смотрящего на Чингука с легкой улыбкой посреди песни. Фотографии, где они стоят рядом под фиолетовыми огнями стадиона, а калифорнийский ночной ветерок нежно развивает их волосы. И сами того не осознавая, эта простая проверка звука превратилась в один из самых трогательных моментов для фанатов. Потому что за величием мирового концерта, сверкающими огнями стадиона и их статусом международных суперзвезд Тэхён и Чингук по-прежнему выглядели как два молодых человека, которые выросли вместе и никогда по-настоящему не расставались. В ту ночь Калифорния стала свидетелем не только подготовки к концерту BTS. Калифорния стала свидетелем того, как отношения, построенные на многолетней дружбе, доверии и единстве, могут выдержать внимание всего мира. И под фиолетовым небом стадиона Стэмфорд Тэкук в очередной раз доказал, что их близость – это не просто вирусный момент на сцене, а эмоциональная связь, ставшая неотъемлемой частью долгого пути BTS по всему миру. Крики ликования на стадионе Стэмфорд не утихали даже после того, как музыка ненадолго затихла. Свет со сцены, который до этого бешено двигался, теперь смягчился, отражая по стадиону слабый фиолетовый оттенок. Но, как ни странно, внимание тысяч людей оставалось неотрывным от двух фигур, стоящих в центре главной сцены Тэхёна и Чингука. В толпе эти двое, казалось, были погружены в свой собственный мир. Чингук взял бутылку воды у одного из сотрудников и небрежно подошел к Тэхёну, который все еще стоял, глядя на трибуны. Не говоря ни слова, он протянул ему бутылку, слегка приподняв подбородок, небольшой жест, который казался таким обычным, но в то же время таким знакомым. Тэхён принял ее с легкой улыбкой, затем медленно открыл бутылку и сделал глоток.
Стадионная камера, запечатлевшая этот простой момент, тут же показала его на огромном экране. И тут же стадион снова взорвался аплодисментами. Чингук смеялся над все более громкими криками и эмой. Он даже смущенно опустил голову, а Тэхён лишь слегка покачал головой, тихо посмеиваясь над чрезмерной реакцией фанатов. Но за шутками и непринужденной атмосферой скрывалось что-то очень искреннее в том, как они относились друг к другу. Их отношения не казались натянутыми. Это не было похоже на взаимодействие, созданное для камер. Все выглядело естественно. Пока остальные участники разговаривали с командой у сцены, Тэхён и Чингук сидели рядом в конце сценической площадки, лицом к морю. Издалека их силуэты выглядели такими безмятежными под светом стадионных прожекторов, которые начинали гаснуть, поскольку калифорнийское солнце почти полностью садилось. Чингук играл с микрофоном в руке, покачивая ногами в такт инструментальной музыки, которая все еще тихо играла из динамиков. Тем временем Тэхён сидел, слегка сгорбившись, положив руки на колени, и наблюдал за толпой фанатов, которые продолжали выкрикивать их имена. «Мне нравится такая атмосфера», — тихо сказал Чингук с легкой улыбкой. Тэхён повернулся к нему. «Какая?» Когда все было спокойно перед началом концерта. После короткой паузы Чингук снова заговорил. «Это напоминает мне прошлое». Взгляд Тэхёна постепенно смягчился. Конечно, он знал, что имел в виду Чингук. И в этот короткий момент затишья Тэхён повернулся к Чингуку с легкой улыбкой, которая была до боли знакома, словно говоря, что как бы далеко они ни зашли, как бы ни изменился мир, они все равно будут рядом друг с другом, как всегда были с самого начала пути BTS.